Приветствую вас на своем канале. Вы смотрите видеогайд по созданию анимированного транспорта. Конкретно мой пример в гайде будет экскаватором, но делать вам его с нуля не обязательно. Экскаватор будет выложен в свободный доступ как ассет в центре ресурсов. Вы сможете загрузить его к себе на компьютер и использовать в своих играх. Либо детально изучить работу экскаватора для создания собственной модели. Данное руководство направлено на объяснение, как можно задействовать различные механики вместе, тем самым комбинируя их. В недавнем обновлении Луна 8 был добавлен новый компонент для управления транспортом. Но, к глубокому сожалению, он несовместим с другими компонентами движения. Поэтому я расскажу и покажу, как сделать так, чтобы вы могли легко и просто управлять транспортом и совершать какие-либо действия. По итогу вы сможете создать свой транспорт с анимациями. Будь это грузовик, у которого откидывается кузов, или автомобиль, у которого открываются двери. Для начала вам понадобится создать собственную модель. При использовании модели используйте такие ресурсы, как Pinterest. Там множество изображений, на основе которых вы сможете создать что-то свое. Итак, после создания модели вам необходимо будет ее разделить. Если вам интересен процесс создания модели, можете перемотать в конец видео. Там будет непосредственно весь процесс создания экскаватора. После того, как вы создали модель, вам нужно будет разделить ее на те части, которые будут анимированы. В данном случае это у нас идет кабина и трапеция ковша, которая состоит из трех частей. Первая часть, вторая часть и сам ковш, третья часть. Также нам нужно отделить часть, которая будет управляться компонентом управления движением, непосредственно наша колесная база. Также нам понадобятся опоры в двух вариантах. Один вариант будет следовать, второй вариант будет непосредственно устанавливаться. Мы могли бы обойтись одним вариантом, только следование, но тогда нам пришлось бы устанавливать якорь для того, чтобы производить движение компонента следования. В данном случае я просто использовал два варианта с разными компонентами. Также у нас идет якорь и наполнение для ковша. Первым делом вам нужно будет включить точки фиксации, настраиваемые точки привязки. Это наша колесная база. За исключением того, что в ней необходимо будет установить точки привязки юнита для колес, для того, чтобы они вращались. Нужно установить точку выхода персонажа после того, как он завершит управление. Нам нужно установить точку привязки детали, которая будет управляться во время анимации. Это непосредственно кабина. Старайтесь разделять вашу модель таким образом, чтобы вам было легко совмещать эти детали. После того, как вы привяжете к основной колесной базе деталь кабины, нужно будет привязать к самой кабине, у нее тоже идет компонент точки привязки, первую дополнительную деталь трапеции ковша. Также включаем точку фиксации и включаем точку отображения у нашей кабины. И устанавливаем таким образом, чтобы точки совпали. После того, как вы совместили детали
трапеции ковша первой части и кабины нужно совместить вторую часть и третью. Точно таким же образом включаете точку фиксации на второй части и включаете компонент точкой фиксации у первой детали, полностью их совмещая. Учитывайте также поворот. И завершается все это тем, что вы дополняете последнюю часть, то есть устанавливаете сам ковш. У него также идет компонент следования, а у предыдущей детали компонент точкой привязки. То есть точно таким же образом включаете точку и включаете компонент. И совмещаете эти точки таким образом, чтобы визуально представлять, как это у вас будет работать. После того, как вы собрали все детали и настроили их относительно точек фиксации, не забудьте выставить компоненты для движения следования. То есть для ковша, для второй части трапеции ковша, для первой части трапеции ковша, также устройство движения следования и непосредственно для самой кабины. В итоге получается, что кабина следует за колесной базой, первая часть трапеции ковша следует за кабиной, вторая часть трапеции ковша следует за первой частью трапеции ковша, и сам ковш следует за второй частью трапеции ковша. После того, как вы совместили все части, можно приступать к следующему пункту. Итак, здесь у нас идет настраиваемые переменные. Это наша колесная база. В ней будут основные все переменные и исполняться основные задачи. Свет, звуковой плеер, все звуки будут идти непосредственно от основной базы, куда будет прикреплен скрипт. Далее вам нужно закрепить камеру. Та камера, которая идет по умолчанию, будет неудобна, так как здесь довольно большая база и она вращается. Поэтому нужно будет создать камеру для объекта, после чего закрепить эту камеру объекта на колесной базе. Для удобства лучше всего использовать дополнительную точку фиксации. То есть вернемся к колесной базе и точке привязки юнита. Здесь у нас есть отдельная точка для камеры. За эту точку, собственно, и цепляется сама камера. После того, как вы привязали камеру, настроили все точки привязки, можно подключить устройство управления движением непосредственно к колесной базе. Настроить колеса. Колеса настраиваются элементарным образом. Вы просто добавляете колесо, выставляете точку этого колеса, которая задействована, и добавляете те части деталей, которые относятся к этому колесу. К примеру, идет, получается, заднее левое колесо, тип шина. На данный момент это единственный тип.
Так как это, получается, экскаватор, строительная техника, я сделал так, чтобы все колеса могли, а, можно сказать, рулить, то есть поворачивали влево-вправо. То есть все колеса ведущие и все колеса рулевые. После того, как вы привязали колеса, установили столкновение сущностей, вы можете увеличить диаметр данной сферы, и это не позволит персонажу проходить сквозь нее. Укажите смещение так, чтобы она была равно нулю. В противном случае экскаватор будет висеть в воздухе. После этого можете настроить движение. Движение настраивается на ваше усмотрение. Так как это строительная техника, я сделал так, чтобы он двигался довольно медленно, с маленькой скоростью поворота и с небольшим наклоном. После того, как вы настроили устройство управления движением, переходим непосредственно к настройкам переменных. У переменных нам нужно будет указать некоторые детали. Это префаб кабины. Вы можете не указывать их или вносить непосредственно в сам скрипт, но это удобно тем, что если вы перекидываете собранный префаб или набор префабов в другую игру, в другой мир, все сохраняется. Поэтому я всегда сохраняю переменные, точнее префабы в переменные. Это у нас идет кабина. Далее у нас идет первая деталь трапеция ковша. Вторая деталь префаба трапеции ковша 2. И третья деталь, третий префаб. После у нас идет якорь. Что такое якорь? Якорь – это пустой куб без коллизии. У него идет единственный компонент – это базовое движение. Вся его задача – это вращаться. Транспорт не позволяет нам добавлять какие-то другие компоненты, поэтому все разделено на части. Но компонент движения следования, по сути, не может нам позволить поворачивать кабину или трапецию ковша. Поэтому мы задействуем якорь. Якорь будет создаваться на нулевых координатах в позиции колесной базы. Именно поэтому здесь стоит в центре куб, а не спереди. Так было визуально проще для меня, но это не обязательно. Можно это делать и спереди. Тогда колесная база не будет врезаться, точнее, будет врезаться в препятствие и не будет уходить вперед. Якорь нужен для того, чтобы переключать тип следования, то есть создается якорь под колесной базой. Отдельные детали, такие как трапеция ковша и кабина, переключают следование с тех деталей, за которыми они следовали, на следование за якорем. Таким образом происходит движение анимаций. Далее у нас идет префаб песка. Песок у нас будет появляться внутри ковша. Он также сделан таким образом, чтобы точка фиксации совпадала с точкой фиксации настроенного компонента ковша. То есть в ковше у нас есть точка фиксации. По сути, вы берете ковш, когда создаете это все дело, выставляете его в том положении, к которому у вас приблизительно будет во время анимации,
Создаете в нем какое-то наполнение, в моем случае это песок, сохраняете этот песок в префаб, включаете отображение точки и устанавливаете компонент точки привязки юнита в самом ковше. Далее у нас идет переменная, которая называется control. Она будет отвечать за переключение вкладки. Вкладка у нас также привязана к колесной базе. В данном случае у нас идет активация, то есть сесть непосредственно в наш трактор, экскаватор, запуск анимации, копать, выход из экскаватора и установка опоры и убрать опоры. Все данные вкладки установлены на фильтр с числовым значением. То есть активация у нас идет число 0 по умолчанию, копать число 2, выход число 1, установка опоры также 1 и убрать опору 2. В итоге получается, что при ноле, по умолчанию у нас всегда включена вкладка «Только активация». Когда мы зашли непосредственно в наш экскаватор, у нас будет значение 1. Это значит, у нас будет доступно выход и опустить опору. Если мы опускаем опору, то у нас переходит число 2 фильтра. Это поднять опоры, либо копать, запуск анимации. Анимация идет циклично, то есть фактически экскаватор прокопал один раз и восстановился в позиции по умолчанию. И у нас снова восстанавливается вкладка «Копать» и вкладка «Поднять опоры». Если вы поднимаете опоры, у вас появляется снова выход и снова опустить опоры. Если вы выйдете, система переключит переменную на число 0 по умолчанию. Можно войти. Таким образом, переключая переменные, мы переключаем типы вкладок. Последнее, что у нас здесь идет, это суппорт, опоры. Это у нас идет опора первая и опора вторая. Они оформлены в списке, потому что особо не используются в скрипте. И смотреть на них смысла нету, так как путаницы никакой не возникнет. Первое, это у нас идет опора, которая следует. У нее включен компонент следования. Также вся коллизия выключена. Включу точку фиксации. Опора создается таким образом, чтобы быть постоянно в подвешенном состоянии, и в случае чего она должна быть скрыта. Так как это компонент следования, мы не можем ее опустить вниз, поэтому она всегда следует за колесной базой. И когда мы нажимаем на кнопку «Опустить опоры», опора, которая следует, просто становится невидимой. Но до этого момента происходит создание префаба опор, которые могут двигаться вниз, у которых установлен компонент движения. То есть мы изначально создаем вторую поддержку, делаем первую поддержку невидимой, и после того, как поддержка первая стала невидимой, мы включаем компонент движения. То есть у второй опоры есть компонент движения, у которого предустановлены определенные анимации.
есть вверх и вниз. Важный нюанс данных опор заключается в том, что нужно учитывать их визуальное оформление. Хоть и не одинаковые, но одна находится чуть выше, другая чуть ниже. Например, опора, которая двигается и имеет компонент движения, при воссоздании на координатах колесной базы всегда будет установлена ровно. То есть фактически мы создаем ее погрешностью 0,45 по высоте. Таким образом, она встает ровно. Та часть, которая следует, наоборот, изначально создана так, чтобы детали были на 0,45 выше, чем точка фиксации, чтобы быть привязаны к колесной базе именно в том месте, как нужно. Основные компоненты мы разобрали. Осталось только упомянуть компоненты, которые используются в кабине. Здесь идет единственная переменная, которая использует эффект, это булево значение. Да, нет. Настроенные эффекты выхлопа, которые также закреплены за фильтром. Как только мы садимся в экскаватор, переменная уходит в значение «да» и включаются выхлопные газы. Также здесь идет компонент движения следования, точка привязки трапеции ковша и источники света, которые привязаны к кабине. Все источники света, как в кабине, так и в колесной базе по умолчанию выключены. Они будут включены только когда мы сядем в саму кабину. Перед тем, как перейти к основной части, то есть саму скрипту работы данной модели, я сначала хочу показать вам, как, собственно, работают основные фильтры. У нас идет два фильтра. Один числовой, вот он, control. Задействована основная сущность, взята переменная контроль и отправлена. Также у нас есть булевый фильтр для работы эффектов выхлопных газов. Работает он точно так же. Задействован, берется сущность, переменная эффект и отправляется. Они находятся в клиентской части. После того, как вы собрали данные фильтры, они просто подключаются к тем частям, для которых были созданы. То есть числовой фильтр подключен к вкладкам, а булевый фильтр подключен к эффектам в нашей кабине. Таким образом, эффекты работают, когда мы будем садиться в кабину, а вкладки переключаться в зависимости от того, какие действия мы совершаем. Также хочу упомянуть о таком универсальном узле, как задержка. Это обычный таймер, собственная сущность, время срабатывания таймера. Равно или нет, результат на выходе. То есть фактически у нас идет имя таймера, но задействовано в этой части и в этой. Идет сравнение. И время таймера. Данная задержка очень удобна при создании анимаций.
Теперь относительно основного скрипта. Основной скрипт выглядит довольно большим, но по сути он не сложен в своей конструкции. Для начала разберем, что происходит в первую очередь. В первую очередь при создании модели необходимо воссоздать сам экскаватор, так как он у нас имеет только колесную базу. То есть фактически, когда вы ставите в мире объект, он выглядит вот так. А когда заходите в игру, он будет выглядеть как полноценный экскаватор. Это происходит из-за того, что у нас есть все детали, которые будут воссозданы в самом начале игры. То есть используем нод, который отвечает за создание модели. То есть эта сущность создана. Первым мы создаем префаб, который отвечает за кабину. То есть наша сущность, колесная база, используем переменную кабина, которая содержит в себе номер префаба. Создаем префаб. Для того, чтобы у нас в дальнейшем не возникло никаких сложностей с отображением, создаем прямо на координатах основной сущности, то есть колесная база. Это сделано для того, чтобы не было никаких проблем с дальностью отображения. Потому что если вы не используете домашние координаты колесной базы, данный префаб будет создан на нулевых координатах. На нулевых координатах мира. То есть вот здесь. Если ваш экскаватор находится очень далеко, у вас могут возникнуть проблемы с отображением отдельных частей. Отчасти это решается тем, что вы настраиваете их отображение. То есть вы отключаете оптимизацию и выставляете отображать всегда. Таким образом, у вас части модели не будут пропадать в каких-либо ситуациях. Так, вернемся к скрипту. То есть первым мы создаем префаб нашей кабины, как я уже упомянул, на координатах основной сущности колесной базы. Далее мы сохраняем эту кабину как сущность. Сохраняем непосредственно в скрипте. У нас уже предустановлен, предзаписаны определенные переменные, то есть кабина, первая деталь, вторая деталь, третья деталь. Это трапеция ковша. Первая, вторая, третья. Дальше у нас идет анхор кабин, то есть якорь кабины. Якорь первой детали, якорь второй детали, якорь третьей детали. Можно использовать один единственный якорь и манипулировать им, но тогда придется сохранять отдельные координаты положения этих якорей для того, чтобы взаимодействовать одним якорем с разными деталями. Поэтому я использую просто несколько якорей. То есть мы создали префаб, сохранили его. Далее нам нужно прикрепить этот префаб, то есть это уже не префаб, это уже сущность. Мы закрепляем созданную сущность за следованием колесной базы. Точка фиксации называется кабина. Когда мы устанавливали точки, называли их определенными названиями. То есть вот она, точка фиксации, кабина. После того, как мы прикрепили, первая часть, кабина уже создана. Далее мы создаем точно таким же образом остальные части. То есть это первая часть трапеции ковша, вот эта вот часть.
После мы закрепляем ее, точнее, сначала сохраняем, а после закрепляем, чтобы она также следовала. Принцип, как и с кабиной. То есть сохраняем переменную, сущность и закрепляем следование. Далее мы повторяем со второй деталей, следование второй детали, создаем сущность третьей детали, это уже непосредственно сам ковш. Сохраняем сущность и закрепляем движение, то есть следование за определенной частью. Тут нюанс. Если первый, первую часть, первый префаб мы создали сущность кабины, она закреплена следовать за основной сущностью. Создавая первую часть трапеции ковша, та следует за созданной сущностью вот этой вот, то есть кабиной, так как эта часть трапеции ковша следует за кабиной. Вторая часть трапеции ковша следует за первой части трапеции ковша, то есть по порядку. После того, как мы закрепили первую часть за за созданной кабиной, мы также закрепляем вторую за созданной первой частью трапеции и закрепляем следование третьей части, то есть ковша, за второй частью. После того, как мы сохранили все переменные и закрепили их следование, нам нужно еще дополнительно создать поддержку. Она будет постоянно следовать, и ее статус будет меняться только в виде видимой или невидимой части. Получается, все детали трапеции ковша следуют за определенными точками. У поддержки идет следование за точкой по умолчанию, то есть root node. После того, как вся часть создана, весь экскаватор создан, переходим уже к следующей части. Здесь у нас идет взаимодействие со вкладкой. Мы подключаем сущность, которая взаимодействует со вкладкой. Это у нас персонаж. Нужно найти игрока, который относится к этому персонажу. Потому что именно игрок взаимодействует с транспортом, а не персонаж. Не персонаж управляет машиной, а игрок. Это нужно учитывать, чтобы не перепутать, иначе ничего работать не будет. Далее мы подключаем развилку, то есть первая вкладка, вторая, третья, четвертая, пятая. При взаимодействии с первой вкладкой происходит следующее. Первое. Мы меняем тип переменной control на номер один. Это та самая переменная, которая отвечает за положение наших вкладок. То есть фактически номер один изменит систему так, что у нас пропадет первая вкладка «Сесть в машину». И появятся вкладки «Опустить опоры», либо «Выйти». Так, вот наши вкладки. Как только вы садитесь, у вас будет переключается вот единица, и здесь единица, то есть опустить опоры, либо выйти. Далее нам необходимо,
чтобы игрок следовал за, за транспортом. Поэтому следующий нод отвечает, ну, что игрок следует за транспортом. То есть это у нас игрок и транспорт, который выбран с вкладки. Можно использовать собственную сущность. Можно использовать эту часть. После мы переключаем управление. То есть нод, который отвечает за управление транспортом. Мы подключаем снова игрока, потому что именно игрок управляет транспортом. И подключаем транспорт. Здесь мы используем лист и снова подключаем собственную сущность, которую берем из вкладки. Так как вкладка подключена у нас к колесной базе, мы управляем колесной базой. Можно использовать как собственную сущность, такой нод, так брать его и из вкладки. После того, как мы переключили вкладку, указали следование персонажа за транспортом, то есть персонаж пропадает, становится невидимым, и мы начинаем полностью смотреть только на транспорт, переключаем управление транспорта, то есть мы можем ездить этой машиной. Мы идем дальше. Переключаем камеру. Я упоминал ранее, что камера, которая предоставляется по умолчанию транспорта, не очень удобна в нашем случае из-за высоты трапеции ковша и высокой части кабины. Поэтому переключаем камеру, это называется камера, и добавляем следующие части, то есть звук, сохранение звука, второй звук, сохранение второго звука. Что, собственно, тут происходит? После того, как мы переключили камеру, мы включаем звук работы двигателя. В моем случае он состоит из двух звуков, которые зациклены. То есть идет цикл с нулевым временем повторения. Обязательно 3D-звук, иначе все игроки будут слышать звук вне зависимости от того, где они находятся. Указываем громкость. То есть первый звук идет 25, второй 40. Подключаются они к собственной сущности, так как звуковой компонент установлен именно в колесной базе. После того, как звуки включены и зациклены, мы их сохраняем. Делаем это в списке, то есть список sound. Вот он у нас. Это переменная схема узла. Далее мы подключаем к списку нулевая часть, первая часть. Мы сохранили эти звуки для дальнейшего их отключения, когда мы покинем машину. Далее у нас скрипт идет дальше, а здесь у нас происходит включение фар. Я не стал дублировать данную часть, так как нам нужно включать фары и выключать фары, когда мы покидаем машину. То есть фактически сейчас, так как мы сели в машину, мы идем сюда. Первое, что мы делаем, это запускаем цикл. Цикл свет 1. Это также у нас переменная. Здесь идет 1, 2, 3, 4. Получается 1, 2, 5, 6. Вот так вот. И у свет 2, 3, 4, 7. Это идентификаторы света. То есть перейдем вот сюда. Наша колесная база. И у нашего света есть идентификаторы. Первый свет, второй свет, пятый, шестой. И у нашей кабины точно так же. Наша кабина, третий, четвертый, седьмой.
Такой разброс из-за того, что я изначально создал свет на колесной базе и потом просто перенес ту часть, которая должна была быть на кабине. Потому что кабина у нас вращается, а если оставить свет, закрепленный на колесной базе наверху, он вращаться вместе с кабиной не будет. Поэтому такое расхождение с идентификаторами. Возвращаемся в скрипт. То есть это получается, идет колесная база и это кабина. То есть фактически мы запускаем цикл по нашему списку. То есть первый идет, получается, список. Вот у нас собственная сущность. То есть это колесная база. Включается фары. Здесь идет идентификатор из списка, из этого. И далее у нас происходит включение либо выключение. То есть изначально идет включение, но так как я не стал дублировать эту часть, я ее привязал к переменной. Вот к этой. Когда мы садимся в машину, у нас происходит изменение переменной. То есть фактически она числовая. Ноль это у нас нет, а 1 это у нас да. То есть фактически, когда мы садимся в эскалатор, у нас в обязательном случае будет идти один. Но если мы экскаватор покинем, так, вот, если мы экскаватор покидаем, у нас идет переключение переменной на ноль. То есть ноль это нет, один это да. То есть фактически мы берем собственную сущность, переменную control, которая привязана к собственной сущности, конвертируем переменную из числа в булево значение и подключаем к переключателю света. Таким образом, наш цикл проходит по числам, и если у нас значение один, то есть мы сели в экскаватор, фары включаются. После того, как цикл завершился, мы переходим ко второму циклу, то есть включение фар в нашей кабине. Снова идет цикл из списка, уже второго. Здесь уже идет не собственная сущность, а сущность кабины, которую мы сохранили, когда создавали префаб. И точно так же идет сконвертированная переменная control. После того, как мы включили фары, мы точно таким же образом включаем эффекты выхлопных газов. Снова изменение переменной, переменный эффект, булево значение, то есть оно привязано к кабине, и мы конвертируем control, числовое значение, в булево, переключая тем самым с нет на да. И у нас появляются выхлопные газы, когда мы садимся в экскаватор. Опережая вопрос, зачем делать дополнительную переменную, когда можно было все привязать на control, а, я сталкивался с ошибками, когда эффекты на числовых значениях отображались неправильно. Я так и не понял, как решить эту проблему, поэтому в большинстве случаев использую просто булевый фильтр. То есть эффекты включены, эффекты выключены. Далее у нас идет третья, получается, вкладка. Это выход. При выходе в обязательном порядке мы включаем наше управление от экскаватора. То есть идет
вот этот вот Node Control Device, но мы не заполняем лист. То есть фактически он пустой. Таким образом, мы освобождаем эскалатор для дальнейшего управления либо собой, либо другим игроком. После этого мы отключаем нашу привязку, то есть привязку персонажа к самому эскалатору. Снова обращаю внимание, подключено все к игроку, не к персонажу. После того, как мы отключили игрока от эскалатора, персонаж будет освобожден. Освобождается он на той точке, которую вы настроили по умолчанию. Так, сейчас посмотрим. Так, вот он у нас Control Mode on Device. Изначально это будет точка root node, но так как эта точка находится у нас посередине, в центре под экскаватором, это нам не подходит. Мы окажемся, то есть персонаж окажется под экскаватором и, возможно, будет зарыт под текстуры. Поэтому делаем дополнительную точку. Так, вот кастомные точки. Вот он, точка здесь выход. И, собственно, эту точку выход и подключаем. Таким образом, когда мы покидаем наш экскаватор этим нодом, персонаж окажется именно в точке выхода. Далее у нас идет отключение звука. Звук мы сохраняли предварительно, когда включали. То есть, когда зашли мы в наш экскаватор, мы запустили звук двигателя. Сейчас его нужно отключить. То есть мы берем список звук. Вот он у нас sound из двух позиций, числовые значения. Дальше идет цикл и подключаем отключение звука. Подключено собственной сущности, колесная база. Значения берутся из списка и отключается. После мы переключаем переменную контроль на значение 0. Таким образом, все вкладки, которые есть, отключаются за исключением одной, первой. То есть это зайти в экскаватор для его управления. Последнее, что мы делаем, это сбрасываем камеру, потому что камера у нас привязана к нашему эскалатору. Мы привязывали ее ранее. Вот. После того, как мы сбросили камеру, единственное, что нам остается, это выключить фары. Это я объяснял до этого. То есть они включаются и выключаются одним циклом. Разница только осуществляется в виде позиции переменной control. То есть так как мы перевели переменную в положение 0, данные будут сконвертированы при циклах, и фары выключатся. Также отключатся выхлопные газы, потому что значения нет. То есть часть, которая отвечает за вход, мы разобрали, часть, которая за выход, разобрали. Теперь часть, которая отвечает за опоры. Перед тем, как управлять транспортом, необходимо установить опоры. Опоры у нас опускаются вниз, либо поднимаются вверх. И, соответственно, происходит переключение вкладок. Итак, мы выбрали, например, установить опоры. Первое, что мы делаем, это переключаем переменную control.
Здесь у нас стоит цифра 9. Зачем эта девятка, если у нас таких цифр здесь вообще нету? Так, вот они вкладки. И значений таких здесь нет. Только один, 2 и 0. Я использовал большое число для того, чтобы точно понимать, что переменная ушла в значение, когда ни одна вкладка не будет отображена. Далее мы отключаем управление машиной. То есть до этого мы могли ей рулить, ездить. Вот. И мы отключаем управление. Снова не подключаем никаких листов с управлением автомобилем, то есть в данном случае экскаватором. Следуя, следующее, что мы делаем, это подключаем задержку. Это наша первая задержка, первый таймер, который необходим для того, чтобы предотвратить смещение деталей. Здесь идет таймер в 1 секунду. Для чего это нужно? А, В большинстве случаев, когда вы едете, у вас есть, м, получается, тормозной путь, назовем это. И если машина не успела затормозить и запускается анимация в том виде, в котором у нас она создана, то произойдет открепление некоторых деталей. Поэтому сначала мы отключаем управление от транспортом, затем ждем, пока транспорт остановится полностью. После этого мы непосредственно работаем с другими деталями. Что происходит здесь? Мы создаем префаб. Префаб наших поддержек. То есть вот вторые поддержки, они создаются на координатах непосредственно колесной базы, то есть точно внутри колесной базы, но с небольшой разницей. То есть фактически мы берем нашу колесную базу, собственная сущность, выделяем ее координаты, то есть координаты и поворот в обязательном порядке. Здесь мы получаем сущность, точнее не сущность, а префаб. Получаем первый префаб из списка, создаем его. Здесь мы используем вот эту вот небольшую разницу. То есть мы создаем префаб на 0,45 выше, чем он создан, для того, чтобы наша поддержка была создана вот в таком положении. 0,45. То есть если у нас машина установлена на нулевых координатах по высоте, то поддержка у нас должна быть на 0,45 по высоте. Именно на такой высоте установлена первая поддержка. То есть вот мы сейчас на 0 ее перекинем. Первая поддержка, которая следует за нашей машиной, она установлена на 0,45. Но фактически это нулевые ее координаты. После того, как мы создали поддержку, мы их сохраняем, потому что нам в дальнейшем с ней нужно работать. Первое, что мы делаем, это отключаем отображение первой поддержки. Первая поддержка у нас создавалась в момент создания сущности. Вот здесь. Мы создали префаб первой поддержки, сохранили сущность и закрепили за
движением колесной базы на точке root node. То есть в данной части мы берем переменную схемы узлов, которые сохраняли support 1, сущность, и выключаем отображение. Отобразить модель нет, так как при создании префаба и отключении отображения происходит небольшой лаг. Особенно такое часто происходит при первом создании в самом начале. Поэтому обязательно ставьте небольшую задержку, буквально 0,5 секунды. Также всегда в задержках используйте разные названия, то есть разные имена. Если имена задержек у вас будут совпадать, ваши анимации будут работать неправильно. Далее мы запускаем анимацию созданной сущности. То есть это у нас вторая поддержка. Мы создали ее, запускаем анимацию. Она должна опуститься вниз. То есть вот наша сущность, она опускается вниз. Работа анимации занимает примерно 1,5 секунды. Снова устанавливаем задержку на 1,5 секунды. После того, как время задержки заканчивается, мы меняем переменную Ctrl на 2. То есть фактически наш экскаватор готов для работы. Мы можем теперь копать, либо поднять поддержку. Во время данной, во время того, как переменная находится в данном положении, мы не можем двигать автомобиль, то есть не можем двигать экскаватор, управлять им. Мы можем лишь запустить анимацию копания ковшом, либо поднять поддержки обратно для того, чтобы вернуть управление автомобилем. Также мы запускаем цикл анимаций. Данный цикл прикреплен к координатам. Здесь у нас есть список. Список. В списке находятся координаты для эффектов внутри поддержки. То есть каждый эффект закреплен за каждой отдельной поддержкой. И когда вы запускаете эти поддержки, сначала воспроизводится эффект их появления, чтобы скрыть лаг, изме- э, пере- изме- чтобы скрыть лаг изменения статуса. То есть одна поддержка становится невидимой, вторая появляется. И вторая анимация, которая отвечает за то, что поддержка установлена. То есть мы запускаем цикл по списку. Здесь идет запуск анимации, точка root node, размер, без звука. И из списка мы берем разные координаты наших эффектов. Запускается он дважды. Можно в данном случае использовать только один набор. Изначально у меня было два вида разных эффектов с разными координатами. То есть фактически координаты, получается, всегда одинаковые, эффект был разный. Также дополнительно воспроизводится отдельно звук. Звук он воспроизводится как при опускании поддержек, так и при поднятии. Он не цикличен, то есть цикл отсутствует и воспроизводится примерно за 1 секунду. Следующая часть – это поднятие поддержки. Здесь
Точно так же, как и с прошлой ситуацией, мы переставляем переменную control на цифру 9, чтобы полностью убрать все вкладки, для того, чтобы это не было прервано и чтобы не поломать различные анимации. В противном случае будет что-то сломанное в обязательном порядке. Дальше мы приводим движение второй поддержки. Мы сохраняли ее ранее. Берем уже не префаб, так как он уже создан, сущность переменных, схема узла. Поднимаем, то есть запускаем анимацию поднятия. Ждем 2 секунды. Напоминаю, анимация 1,5, но можно и чуть побольше. Следующая часть — это делаем видимой первую поддержку, которая следует. Ждем 0,5 секунд. Далее уничтожаем первую поддержку, то есть она полностью удаляется, вот эта поддержка. Так как она не может следовать за автомобилем, мы не знаем, что будет делать игрок дальше. Возможно, после того, как он поднимет поддержку, он уедет с этого места. Поддержка будет останется на том же самом месте, где стояла машина. Вторая поддержка не может двигаться за машиной, поэтому мы ее удаляем, то есть уничтожить сущность. Сущность второй поддержки. Первая уже активирована, и она следует за экскаватором. Далее мы переводим нашу переменную control в статус 1, то есть мы можем управлять машиной. У нас есть вкладки «Опустить поддержки» либо «Выйти». Этот нод отвечает за управление, то есть здесь мы подключаем игрока и подключаем лист с собственной сущностью. Мы берем из вкладки. Теперь перейдем к самому сложному. Собственно, запуску анимации копания. Это идет вторая вкладка. В самом начале мы, так же как и с предыдущими вариантами, переключаем переменную control на девятое число. Это значит, все вкладки полностью пропадают. Так как это цикл анимации, после того, как цикл закончится, вкладки снова появятся. Первое, что мы делаем, это создаем якорь. И якорь у нас всего один вид префаба. Создается якорь на координатах собственной сущности, на координатах колесной базы. Поэтому мы берем нод, отвечающий за положение и вращение, подключаем к нашим собственной сущности и воссоздаем префаб на нулевых координатах собственной сущности. То есть фактически якорь будет создан, где находится этот вот куб колесной базы. После того, как мы создали наш якорь, мы сохраняем его. Называем якорь кабины. Снова данные уже подготовлены, то есть сохраняется все в переменных схемы узла. Они потребляют меньше ресурсов и довольно удобно в работе. Мы сохраняем эту переменную и идем дальше. Теперь мы переключаем нашу кабину, то есть вот наша кабина. Мы сохраняли ранее, в самом начале, эту сущность. То есть подключаем следовать кабины за якорем для кабины. Так как у
якоря нету дополнительных точек фиксации, мы используем точку по умолчанию. Root Node. Полное вращение. Вот так вот. То есть нам нужно, чтобы наша кабина исключительно только вращалась, но не двигалась. Далее мы начинаем двигать, собственно, сам якорь. Так как идет у якоря идет только один компонент — базовое движение. Мы подключаем наш якорь к этому ноду, отвечающий за базовые движения, выставляем значение номера движения, скорость, время. Важно понимать, это время не выполнения операции, это время движения. Если вы выставите больше, оно будет дольше работать, если вы выставите меньше, оно будет меньше работать. И, соответственно, поворот будет, может быть, больше, более глубоким, либо более коротким, в зависимости от ваших настроек. Важный момент. Мы делаем погрешность в повороте. То есть используем собственную сущность, узнаем ее поворот, добавляем 90 градусов и уже после этого поворачиваем наш якорь. Якорь был создан на координатах колесной базы. Ключу точку, то есть фактически он был повернут в ту же сторону, той и колесная база. Не просто создан в том же месте, но и повернут тоже в ту же сторону. Поэтому добавляем 90 градусов, он разворачивается относительно поворота колесной базы. Так как кабина теперь следует не за колесной базой, а следует за якорем, при вращении якоря происходит вращение кабины. Ранее я упомянул, что нужно поставить параметр только вращения. В противном случае, если вы поставите полное следование, кабина сместится на позицию якоря. То есть нам нужно изменять не положение, а только позицию вращения. После того, как мы повернули на 90 градусов наш якорь, нам нужно выставить задержку. Эта задержка нужна для того, чтобы произошла анимация. Как только анимация заканчивается, мы идем дальше. Следующая часть, мы создаем следующий префаб. Это у нас снова якорь. То есть префаб фактически один и тот же. Но сохраняем мы уже его под другим названием. То есть следующий префаб — это якорь третьей детали. То есть якорь самого ковша. Так, здесь, получается, мы создаем данный якорь на позиции якоря, который был создан ранее. То есть это якорь для кабины. Мы его создали ранее, мы его повернули, и уже в этом повернутом состоянии мы создаем новый якорь, который уже будет повернут в нужную нам сторону. То есть точка позиции создания, точка поворота. Сохраняем его и переключаем следование. То есть мы переключаем следование третьей детали. Вот он, наша третья деталь. Это сам ковш, который теперь следует за созданными якорем. Точка у нас root node и только вращение.
Далее нам нужно повернуть якорь, который отвечает за ковш. Повернуть его нужно определенным образом. Мы его поворачиваем на минус 50 градусов по X. Данные у поворотах можно будет смотреть на слое префабов. То есть фактически в том виде, когда вы закрепляете за вашими точками, это будет по умолчанию. И добавляя либо прибавляя градусы, вы будете видеть, сколько дополнительно нужно прибавить либо отнять. Здесь есть нюанс. Получается, для того, чтобы нам правильно совместить, нам нужно, получается, взять деталь, которая следовала раньше за другой деталью, взять ее положение, определить ее вращение, выделить координаты x и z, то есть разделить и собрать. Y координаты мы берем с якоря, который по умолчанию был. Далее, после того, как мы собрали наши координаты, мы дополняем вектор координат измененным положением. Таким образом, происходит движение в том виде, в котором нам нужно. То есть, если мы добавляем плюс, происходит плюс, если добавляем минус, происходит минус. То есть, если наш ковш был вот в таком положении, и мы минус 50 добавляем, то мы отнимаем от 35 градусов 50. То есть, это получается где-то вот так, минус 15. После того, как движение завершено, нам нужно подождать, пока анимация происходит. После того, как задержка прошла, у нас идет уникальное имя, напоминаю, время. После того, как задержка прошла, мы закрепляем нашу деталь, то есть это у нас была деталь D3, то есть ковш. Закрепляем снова следовать за деталью 2. В противном случае, если мы будем двигать другие детали, они будут оставаться в том месте, в котором они находятся, то есть в воздухе. Здесь мы закрепляли только вращение. Теперь мы закрепляем только положение. То есть нам нельзя менять вращение, но и нельзя переключаться на полное исследование, потому что это полностью прервет все изменения, которые мы внесли. Следующее, мы повторяем все примерно то же самое, что и было до этого, но с другими деталями. То есть теперь мы меняем положение второй части трапеции ковша, то есть снова создаем префаб якоря. Якорь у нас, напоминаю, только один, то есть это только она переменная. Создается на координатах основного якоря, то есть это якорь кабины, для того, чтобы был учтен поворот. Как и с прошлым разом, мы создаем сборный вектор, то есть получаем вектор положения вращения
второй части трапеции ковша, разбираем, собираем. Добавляем минус 30 градусов. Это будет наша анимация. Все как и с прошлым разом. Здесь идет, получается, создается префаб, сохраняется якорь, переменную, теперь это не префаб, теперь это сущность. Прикрепляется следование второй части трапеции ковша за якорем, меняется положение якоря, задержка, пока происходит анимация. После мы снова меняем следование второй трапеции ковша, только если ранее мы закрепляли за якорем, теперь возвращаем закрепление за первой частью. Повторяем то же самое, только с первой частью. То есть это первая часть. Снова создаем префаб. Здесь маленькая ошибка. Не ошибка, я забыл закрепить якорь. То есть создаем префаб, сохраняем его, закрепляем первую трапецию за якорем, получаем координаты нашего движения и меняем положение. Здесь, кстати, есть нюанс. Наша, получается, первая часть трапеции ковша изначально создана с поворотом -9,2 по x-координатам при вращении. Это значит, что создавая на координатах якорь, то есть мы создаем якорь на координатах якоря кабины. Нам нужно учесть, что изначально наша первая деталь трапеции ковша чуть-чуть повернута. Где она? Вот она. Поэтому при создании префаба мы изначально ее немного поворачиваем. Здесь мы точно так же создаем анимацию, то есть наш якорь двигается, и трапеция ковша, то есть вот это вот коромысло желтое, оно двигается за якорем. Снова ждем. Далее у нас идет. Итак, мы дошли до момента, когда ковш начинает зачерпывать землю, ну или песок. То есть изначально, то есть первые действия, которые у нас происходили, это создание якоря для кабины и поворот кабины на 90 градусов. Далее у нас ковш, сам непосредственно ковш, немножко отклоняется назад. Далее у нас вторая часть трапеции выходит немного вперед. Первая часть трапеции выходит немного вперед. И фактически мы дошли до момента, когда наш ковш уже может погрузиться в землю. Поэтому мы точно так же, как и с прошлыми разами, берем, переключаем третью деталь. Здесь она уходит довольно далеко, но это получается третья деталь, то есть сам ковш, переключается на якорь номер 3 для ковша. Снова только вращение. Затем у нас идет нот, который отвечает за базовое движение. Мы подключаем, как и в прошлые разы, к нужному якорю его и совершаем анимацию. То есть здесь у нас плюс 75 к текущей цифре. Это получается, что он зачерпывает. Вот примерно вот так.
После мы выставляем задержку, нам нужно подождать, пока произойдет зачерпывание, и переключаем наш ковш следовать обратно за второй частью трапеции ковша. То есть этот ковш номер 3 следует за номером 2. Снова только позиция. Здесь идет развилка. В этой развилке мы создаем песок и запускаем анимацию. То есть это вот получается наш ковш, то есть получается собственная сущность, колесная база. Получаем переменную песок. Создаем песок, это префаб. Затем этот песок мы заставляем следовать за ковшом и привязываем к точке песок. Сохраняем созданный префаб, песок, в отдельную переменную схему узла. Сущность сохранена. В итоге у нас получается воспроизведение эффекта, то песочек как будто засыпается, в ковше появляется песок. Дальше у нас происходит поднятие трапеции, то есть вторая деталь, второй якорь. Здесь подключен к второй сущности, этой. Следует опять за вторая сущность, за вторым якорем. Изменение положения минус 40 градусов. Как и с прошлыми разами, говорю, говорил, изменение положения можно отслеживать на слое префабов. То есть каждое движение вы высчитываете и считаете переменное положение относительно того, как у вас будет продвигаться анимация. То есть фактически вы меняете каждый раз положение всех деталей. Так, я их верну в такое примерно положение. То есть вы выделяете все детали, меняете положение и смотрите, насколько меняется разворот той или иной детали. Так как вы меняете положение только одной детали, остальные следуют за этой деталью, вам нужно всегда учитывать только положение одной детали. То есть мы в данном случае меняем положение, запускаем анимацию второй трапеции, снова ждем. После того, как анимация завершилась, мы переключаем снова, чтобы вторая часть следовала за первой. Снова только изменение положения. И переходим к изменению положения первой части. То есть первая деталь трапеции ковша. Здесь также идет ее новое положение, ее анимация. Точно так же ждем и переключаем следование к предыдущей детали. Здесь фактически мы подошли к тому моменту, когда наш ковш зачерпнул песок и поднял его наверх. Далее нам нужно собрать новые координаты. Нам нужно, чтобы при повороте кабины, когда она поворачивается, положение трапеции ковша и самого ковша осталось тем, которое оно и есть сейчас. Если мы повернем
То есть, если мы попробуем повернуть якорь, либо переключим следование, мы прервем все анимации, которые сделали. Поэтому мы выделяем переменные, которые относятся к нашим деталям. То есть это ковш, вторая и первая части трапеции ковша. Также идет якорь 3, второй, первый и якорь кабины. Нам нужно собрать координаты для того, чтобы правильно повернуть все это дело. То есть фактически это выглядит так. Наш ковш, мы берем координаты якоря, ковша, определяем, разбираем точнее координаты вращения. Нам нужно x и z. После того, как мы разобрали, мы сохраняем эти данные при изменении следования. То есть фактически сейчас наш ковш следует за второй частью. То есть наш ковш, вот этот, следует полностью за второй частью, но с погрешностью его изменения положения. То есть фактически он зачерпнут. Таким он и останется. Даже если произойдет изменение его положения. То же самое мы делаем со второй части трапеции ковша и с первой. То есть разбираем якорь, положение, вращение, разбираем координаты, берем только x и z. Y-координата нам не нужна в данном случае. После того, как мы закрепили наше положение всех деталей трапеции ковша друг за другом, мы идем дальше. В этой части мы поворачиваем кабину на 270 градусов. То есть здесь у нас получается собственная сущность. Это колесная база. Мы берем координаты, получаем вращение, добавляем к вращению колесной базы 270 градусов. Учитывайте, что если вы поворачиваете на плюсовые или минусовые координаты, визуально анимации могут отличаться. То есть мы закрепили ранее все трапеции ковша. Сейчас мы закрепляем получается, нашу кабину, переменные кабины, за якорем кабины. И меняем разворот якоря. Кабина следует за якорем. Якорь поворачивается на 270 градусов. Кабина поворачивается вслед за ним. Что происходит дальше? После того, как мы повернули, так, что происходит дальше? Дальше нам нужно повернуть якорь третьей трапеции ковша, то есть это у нас сам ковш, за движением основного якоря. То есть основной якорь повернут на 270 градусов. Вся наша система повернулась на 270 градусов. Но если мы хотим опрокинуть ковш и высыпать его содержимое, нам необходимо взаимодействовать с якорем ковша. Поэтому мы разворачиваем наш якорь относительно 270 градусов. То есть мы берем собственную сущность колесной базы, ее координаты, вращение колесной базы, берем компонент, разбиваем
координаты, берем Y-компонент и собираем из разбитых координат, которые мы получали ранее для сохранения вращения. То есть если мы ранее это делали для того, чтобы правильно повернуть непосредственно саму трапецию, то есть сам ковш, то теперь мы берем те же самые координаты якоря, соединяем с координатами непосредственно основной сущности. Это необходимо для того, чтобы якорь развернулся правильно. В противном случае он будет повернут некорректно. После того, как мы повернули якорь, мы запускаем задержку. Нам нужно подождать, пока это все произойдет. Здесь есть нюанс. Можно якорь поворачивать мгновенно, но это не обязательно. То есть этот якорь поворачивается со временем, этот мгновенно. Так как у этого якоря есть анимация, а у этого якоря анимация будет позднее. Переходим далее. Это у нас третья трапеция ковша, то есть сам кош, деталь номер 3. Мы переключаем следование, то есть следование детали за третьим якорем. Якорь номер 3. Далее мы поворачиваем якорь. Якорь должен был повернут на минус 80 градусов, то есть фактически мы опрокидываем ковш. Всегда учитывайте, что положение минус-плюс градусы должны учитываться не вот в таком вот формате, вот минус 80, а в формате того, сколько вы прибавляете либо убавляете. То есть если было у вас, к примеру, здесь 10 градусов, и вы минус 80, то будет оно не минус 8, будет оно минус 70. Повернули якорь, ковш следует за якорем. Здесь у нас идет развилка. В этой развилке мы ожидаем примерно 1 секунду, запускаем эффект, это как песок сыплется, и удаляем песок из ковша. То есть фактически вот здесь происходит опрокидывание ковша. Далее мы прикрепляем, то есть сначала ждем, пока произойдет анимация, и прикрепляем нашу третью деталь ко второй детали полностью, снова с учетом вращения. Вращение мы получаем относительно его положения, то есть положение якоря. То есть якорь поменял свое положение, мы сохранили это положение. То есть таким образом, если раньше мы собирали координаты, здесь у нас полностью завершена анимация, поэтому мы берем чистые координаты. Далее у нас идет анимация вращения. Это анимация изменения положения основного якоря. Основной якорь — это якорь кабины. Мы разворачиваем обратно на 270 градусов. То есть если ранее мы добавляли 270 градусов, то в данном случае мы делаем минус 270. То же самое происходит и с якорем для ковша, так как с ним мы еще не закончили работать.
Точно так же, как и с прошлым разом, можно повернуть его мгновенно, потому что анимация с ними завершена. Здесь у нас идет, закончилось место в скрипте, поле скрипта, поэтому мы переходим вот в эту часть. После того, как мы опрокинули песок из ковша, нам нужно подождать, пока завершится анимация вращения, и мы восстанавливаем положение нашей трапеции ковша примерно на то, которое было по умолчанию, то есть в самом начале. Для этого у нас есть отдельная переменная, которую мы использовали, но о которой я не говорю. То есть, когда мы создавали все якори, мы сохраняли их изначальное положение. То есть второй и третье положение. Эта переменная у нас есть здесь, то есть сохранение, координаты. Следуя этим координатам, мы примерно восстановим положение наших трапеций ковша. То есть фактически мы переключаем снова наши детали уже в порядке первая, вторая, третья, следовать за первым якорем, вторым и третьим. И поворачиваем якори относительно координат, которые были сохранены. Для того, чтобы нам восстановить положение, которое было в самом начале. Снова используем задержки для того, чтобы анимации правильно заканчивались. Далее восстанавливаем привязку. То есть мы привязываем, как и с прошлыми разами, первую часть к первому якорю, движение, задержка и привязываем обратно. Первая часть привязывается к кабине, то есть следует за кабиной. После того, как мы завершили полностью все детали, мы переключаем на полное следование, без каких-либо изменений в координатах. То есть фактически это примерно по умолчанию, как у нас изначально было его положение. Поэтому нам ничего дополнительно менять здесь не надо. Мы повторяем то же самое со второй трапецией. Снова ждем, переключаем вторую трапецию следовать за первой. Повторяем все для ковша, то есть это третья трапеция. Поворачиваем якорь на сохраненные по умолчанию координаты. Снова задержка. Снова переключаем третью трапецию следовать за второй трапецией. Так, и вот здесь у нас происходит поворот. Поворот основного якоря. Якорь кабины поворачивается на координаты основной колесной базы, то есть собственная сущность. И якорь разворачивается в ту позицию, которая была изначально. Мы снова ждем и привязываем снова нашу кабину следовать за колесной базой. С этого момента наши якори более не нужны. То есть цикл полностью завершается. Это значит, что мы уничтожаем все наши якори. Да, можно их было использовать дополнительно еще раз, если внести их в переменные, то есть указать, что этот якорь создан, и пропускать движение. Но а, цикл данной анимации может быть не использован. То есть фактически после того, как а, анимация прошла, игрок может поднять опоры и уехать. И тогда якори, так как они не могут следовать, останутся просто на земле. Поэтому после того, как цикл завершился, мы удаляем первый якорь, второй, третий и якорь кабины. После чего переводим переменную control в состояние 2. Фактически
Мы полностью закрыли цикл анимации и можем его запустить еще раз. Я уже выложил ассет с экскаватором в центр ресурсов, и вы можете его свободно скачать. Так вы сможете намного лучше понять, как работает скрипт и наглядно посмотреть работу самой модели. Кроме этого, если напишите мне в Discord, я смогу вам помочь полностью разобраться в его работе. На первый взгляд, это всего лишь просто транспорт, который совершает какую-либо анимацию. На самом деле, этот транспорт можно использовать в массе игр. Вы можете использовать данный экскаватор в каком-нибудь тайкун или строительном симуляторе, либо же сделать вариант с разбитием каких-то препятствий, либо собрать что-то свое. Обязательно пишите комментарии, обращайтесь ко мне в Discord, пишите, что вы думаете по поводу этого гайда, помог ли он вам. И спасибо за просмотр.